Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. И сегодня у нас на обзоре ЛТшка французская 5 левела, ELC, BIS AMX, которая, да, 5 левела, проходная прокачиваемая ветка, полноценный гайд, обзор. Вот, бесячая ЛТшка, как по мне, кому-то она очень любимая, мне она подбешивает, а почему, вот мы сегодня все с вами и разберем. Обычно мы ходим смотреть бронирование, но сегодня мы это делать не будем, потому что, ну, нету тут брони, мы вот здесь ее можем посмотреть, 25 корпус спереди, вот 20 башни, нас пробивают фугасами, а не какими-то там бронебойными либо подкалиберными снарядами. Фугасами пробивать, поэтому на ней нужно играть аккуратно. И предлагаю сразу же окунуться в мир модулей данной машины. Пошли, посмотрим. Вот. Ну и давайте смотреть, что нас тут ждет. У нас 3 орудия. 3, да, орудия. Вот такие замечательные орудия с альфой 110 и на топовой пушечке 240. Вот, средняя бронепробиваемость, естественно, на топовой, ну, лучше, чем на стоке. Но, как для данной ЛТшки, я вот что вам хочу сказать. Естественно, она лучше всего играется на пушке с альфой 240. Хлопнул и забыл, что называется. Но нужно учитывать, что данная пушечка, да, она, в принципе, предтоповая, что там, ну нет, 2,1 секунда. Здесь почти 3 секунды. Топовые сводятся очень долго. Но это ЛТ не прям про настрел. На этой ЛТ удобно настреливать по неподвижным целям. Я поясню почему. В движении с ELC BIS вы никогда в жизни не попадете ни в один танк. Потому что, во-первых, разброс большой на всех 3 пушках. Во-вторых, у вас башни поворачиваются не на 360 градусов, а там всего лишь на несколько градусов. И когда вы начинаете зацеливать подвижную цель, вы доворачиваете корпусом. И в этот момент, как только вы чуть-чуть довернули корпусом, у вас прицел разбросился просто вот до невероятных размеров, и вы опять начинаете сводиться. Это минус всех этих пушек, разброс, сами видите. Поэтому, в принципе, можете на ELC-B спокойно играть на стоковые пушки и прокачивать всю эту тачку, остальные модули, потому что, ну, стрелять на ELC-B крайне тяжело. Это, поверьте мне, покатаетесь, увидите. Вот, по поводу рации, конечно, качайте топовую, 400 метров, здесь 300, хоть 100 метров дает плюс для передачи данным союзников. Вот, топовый двигатель у нас 180 лошадей, на стойке 150, как минимум процентов 20 подвижности вам даст. По сути, вообще ELC-B очень достаточно подвижная. ПТшечка, ЛТшечка. Вот, ходовая 38 градусов в секунду, здесь 36, плюс 2 градуса в секунду. Вот, спокойно качайте эту машину со стоковой пушки на топовую. Лучше сначала вообще прокачайте вот эти 3 модуля, а потом уже выходите на топовые орудия. Потому что это ЛТ, это чисто про засвет. Можно сказать, кустовая, прям, ну практически кустовая. Ладно, что у нас по оборудованию? По оборудованию здесь единственный правильный комплект, это вот стоит как у меня, да, просветленка, малошумка и турбина. Ничего другого здесь ставить не надо, на орудие уж точно. Поставите усиленные приводы наводки, еще раз говорю, довернете корпусом, вас эти усиленные приводы наводки никак не спасут. Ставьте как у меня. По снарядам. Основной у нас ББХ 930 летит, голда 1163. Со скоростью полета проблем нету. С бронепробитием в принципе тоже. Особенно на голде. По снаряжению. Ремка, аптечка, огнетушитель, желательно автоматически. Я решил себя побаловать доп. Пайком. Экипаж всего лишь 2 члена экипажа. Перки вы сейчас наблюдаете перед собой в табличке. Вот. Что у нас с УВНами? УВНов нету. Поэтому при выборе места отыгрыша на данный ЛТ, естественно, помните, что УВНов нету. Пушка практически смотрит прямо. Минус 5. Заряжается, кстати, пушечка почти 14 секунд. Топовый у меня, да, топовый сейчас стоит. Значит, ПХП 490, ну, откровенно говоря, мало, но это понятно, это ЛТ. А вот с подвижностью все у нас хорошо. 64 вперед, 22 назад, и это понятно, из-за турбины у нас буст. Почти 28 лошадей на тонну удельная мощность. И вот
пришел главный козырь, главный плюс этой ЛТ, это ее незаметность. У меня вкачаны перки незаметности, да, у меня стоит малошумная система выхлопа, и у нас получилось почти 53% незаметности, как неподвижной, так и подвижной движения. То есть незаметность у LCBs, конечно же, на ультрах. По обзору 427 метров, тоже королевский обзор, и ELC, конечно, здесь в этом случае крутая. Вот, ну что, господа, поехали, поиграем на ней, посмотрим, как она себя чувствует в современном рендеме. Ух, сейчас жопа сгорит, чувствую. Вперед. Так, обзор боя AMX LCBs. Французская ЛТшка 5 уровня. Проходная прокачиваемая ветка. Крайне сложный агрегат в реализации по пушке, потому что долго сводится. Да, точность слабая. И еще у нас угол горизонтальной наводки очень маленький, поэтому всегда доворачивайте корпусом. И, конечно же, в этот момент ваш прицел становится с очко мамонта, не меньше. Эта ЛТшка в первую очередь про засвет. Вот что мы сейчас и будем пытаться делать. Две арты, это хорошо. У врагов, кстати, две ELCBs аж. Это рентген. Это был рентген. Слышь ты, чудо в перьях. Пушка у нас не гнется, конечно же. О! РБФМ-шку мы заметили. Вот. Посветили, постреляли. Кстати, косарь насветили. Посветили, постреляли. У них слепой. Пушка не гнется, а?
Убежали. Не, ну фраги-то делать надо как-то. Правильно? Правильно. Отомстили. Ага, умник. Хрен. Всё. Вот, больно стукнули. Ну чё, ребята, 1800. Насветили, настреляли. Да. Имба. Леопард там еще что-то сопротивляется. Ну все, мою арту убивает. Ну ё-моё. Да. Ну все, имба, ребят, всем качать. Вы посмотрите, 2К урона. Да. Что можно сказать за эту ЛТшку? Светит она хорошо, она незаметная. Но стрелять на ней очень сложно. Хотя бы башня на 360 градусов крутилась бы, уже было бы круто. А так доворачиваете корпусом, и вот из такого прицела у вас сразу вот такой прицел. Тяжело на ней настреливать, светить, да, можно. Но стрелять, это, конечно, боль. Смотрим. При всем моем уважении мы даже что-то настреляли, 930. И насветили 1143. Итого 2100 суммарного урона. И как для 5-го левела это дофига. Нам повезло, скажем так. Могли раньше отлететь. Вот, реализовать данную ЛТшку очень тяжело, еще раз повторюсь. Вот, бесит вот эта фигня, то что углы горизонтальной наводки очень короткие, вы постоянно доворачиваете корпусом и не можете прицелиться в танк, потому что чуть-чуть довернули и все, и прицел огромный. Вот, ребята, кто сейчас катает на этой ЛТшке, пишите свои комментарии, на каком вы оборудовании катаете. Я этой ЛТшке ставлю твердую тройку, наверное, даже тройку с минусом. Да, хорошая альфа, хорошее пробитие, но реализовать на этой ЛТшке это пробитие только по стоячим целям. Но светит божественно, ну ладно, не 3 с плюсом, вот, пусть будет так. Вот, ставьте лукасы, подписывайтесь на канал, а я говорю, до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.